Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Scania Евро 5 560 V8 2013 года. И не просто Scania, а Scania с небольшим тюнингом, как снутри, так и снаружи. Начнем мы, ребята, с внешнего вида. Значит, все по стандарту. Ни один тюнинг не обходится практически с кенгурятником. Да, кто-то выбирает без, но в нашем случае у нас есть крутой кенгурятник фирмы. Фирмы не скажу вам, какой фирмы, потому что здесь не написано. Ну, кстати, я узнал не так давно, ну, точнее, может быть, я и раньше об этом знал, но не придавал этому значению. Почему просто так кенгурятники не найти, нельзя сделать самому, а все очень просто. В случае ДТП под этими резинками, вы можете обращать внимание и на другие виды кенгурятников, там находится, так сказать, сертификация этого кенгурятника, поэтому они недоступны, я имею в виду в цене. Такой кенгурятник стоит около 4000 евро новый, это чистый металл. Значит, входит он четко в пазы под крюки. С какой стороны-то показать. И из-под низу идет крепление. Чтобы его снять, у нас имеется под такой вот ключик. Собственно, ключиком откручивается и откидывается, чтобы проверить масло или же на паром, если вдруг потребуется такая функция. Машинка сделана в стиле Old School. Почему Old School? Потому что все, собственно, задействованные световая техника выглядит не по-современному, а специально сделана таким образом. Мигалки огромные, большие, как под старинку. И фары также у меня самые простые. Hella, единственное, что фирма, не дешевая. Здесь зеркало установлено, все на своих местах. Здесь также у нас имеется зеркало. Для чего создавался этот тягач? Это создавалось для души, так сказать. На ферме был старенький тягач, было немножко деталей, поэтому решили сделать что-то красивое. Первичная регистрация этого тягача – Польша. Этот тягач покупался 7 лет назад в компании Excellent. Интересный факт, что это первая Scania была в компании, и на тот момент в компании еще не было своего экспедиторского отдела, и работали они на Нордтранс Термо Петр Мариньяк, от которого работали также еще другие перевозчики. И он кинул нашу компанию на 200 тысяч злотых, как и других перевозчиков, и даже на большие деньги. Я не знаю, где он в данный момент, я думаю, он, скорее всего, сбежал с Польши. И затем компания открыла свою логистику, и теперь около 25 тягачей. В задней части у нас все более попроще. И немножко, конечно, еще не доделали. Еще предстоит покрасить раму в ней. Но это уже чуть позже нужно было выезжать в рейс. И, собственно, я, наверное, не сказал, почему я на этой машине. Я выехал на ней просто прокатиться по Норвегии, посмотреть, как она ездит. И снять про нее видео, собственно. Я не на постоянке на этой машине. По поводу меня информация будет чуть позже, что, как и что меня ждет в будущем. Выхлоп. Здесь стоял выхлоп, точнее сделали с заслонкой, но мне ее убрали, чтобы я не получил штраф в Норвегии. Приезжие получают штраф около 8000 евро за неправильный выхлоп, поэтому мне отключили его. Я скидывал видео короткое в свой YouTube, поэтому заходите, ищите. Ну, я вам скину в описании, посмотрите ссылочку, где я
скидывал со звуком и писал еще слушать в наушниках. Сзади стоит ящичек, там цепи. Ну, то есть и сзади, как вы видели, тоже у меня висят цепи на специальных таких вот крюках. Все можно включить отдельно и выключить точно так же. Но в целом есть две кнопки, которые сразу выключают все для того, чтобы, если шведская полиция будет вас останавливать, вы это могли все дело отключить. А я перейду, наверное, в более самое интересное, в кабину. Снаружи мы с вами все посмотрели, потому что немножко, если честно, холодновато. Я хотел полетать с дроном в красивых местах Норвегии, но ничего не получилось. Все дни, я 3 недели на этой машине, идут дожди, когда у меня выпадает выходной день. Ну, короче, ни туда, ни сюда. Но мне повезло, там находится бассейн, и сегодня я сходил в бассейн, там сауна, горка есть. В общем, неплохо провел день. Цена 16 евро. Всем рекомендую. Город вообще, где я нахожусь, я, естественно, вам оставлю в описании ссылочку, где я стоял. Да, я жду загрузки, мой прицеп там на фирме где-то тусуется. Завтра его должны загрузить. А я стою 45-ку, так у меня вышло стоять в пятницу и субботу. И теперь об интерьере. Это у нас один из основных видов тюнинга салона. Я вам в целом могу выделить, наверное, 3 самых основных. Это вот стиль такой, кожа и датский плюш. Второй стиль будет как у Андрея Толмачева. Кто не смотрел, я видео также оставлю в описании тюнинга салона у Андрея Толмачева. Там алькантара у нас задействована в большей степени. И какой еще? Третий вид, наверное, полностью все из кожи. Либо с частичками алькантара. Ну, здесь на выбор кто что выбирает. Либо алькантару, либо датский плюш. Откуда это повелось, ребята, честно, я не копал как бы про датский плюш. Знаю, что любят его голландцы, любят его, естественно, датчане. В Швеции также встречаются тягачи такие. Ну и здесь тоже вы можете это увидеть. Итак, стоимость материала в этом салоне стоила 15 тысяч евро. Ну, скажем, около 15 тысяч евро. Делал это все водитель, который работал на этом тягаче. Сейчас он по каким-то своим причинам не может работать в данный момент, поэтому тягач доделали снаружи и отправили в работу. Здесь переделана, естественно, нижняя панель, установлен телевизор, смарт-ТВ, все как положено, обычную раздачу с телефона даем и смотрю я там все, что мне нужно. Тахограф установлен ВДО последней модификации, да? Здесь по кнопочкам, значит, у нас проблесковые маячки, подсветка красных штучек. Также у нас свет там, все дела. Только посмотрите, какая толщина идет у нас стекла. Как вам правильно показать-то ее? Вот наше стекло. Вот у нас палец. Я думаю, понятно всем, да? То есть это у нас двойной стеклопакет выходит. Хотя я бы его назвал бы даже, наверное, тройным. Или как правильно сказать. Ну, двойной, ладно. Вроде как так будет. И здесь у нас вот что есть. Во-первых, показывает вольтаж. Во-вторых, у нас включается навигация, которая установлена здесь. Типа как штатная. Единственное, есть проводок. Проводок, наверное, никто до него не добрался, чтобы его... Ну, его вообще здесь не было, это мой проводок. Чтобы его спрятать, как-то, ну, сделать напрямую. То есть у нас это включает розетку, получается. Если мы включаем, то у нас выключается и розетка. Баварию я временно повесил здесь, потому что я временно на этом тягаче. В рабочем месте 3 педали. Со сцеплением мы трогаемся и со сцеплением останавливаемся. В целом это обычный автомат OptiCruise. Как видите, коробки у меня никакой нет. А у нас обычный автомат. У нас режим Power, Eco и Normal. Значит, у нас нету кармашков в стенке. Зато у нас есть фирменная подсветка компании. Сейчас я включу это дело. Интересный момент. Когда я брал машину, мы с шефом вместе лазили, искали кнопку, где же это включить.
ребята. И мы облазили около получаса машину. И мы нашли, точнее не нашли кнопку, а затем дозвонились в итоге до этого водителя, который на ней работал. И вот здесь под панелью там кнопка, чтобы включать эту подсветку. Вообще подсветка должна менять цвета, но пульт от нее потерян, и поэтому она теперь горит только в одном режиме. Также красный свет у нас установлен там, но он у нас работает только на заведенную машину. Да, и вот затестил я, кстати, отражение FS. Кстати, на телефоне чуть по-другому. Вот вживую на лобовом стекле я не вижу ее. А, вот так вот, да. Ну, вот так вот оно и выглядит. То есть она в целом на козырьке остается, на лобовом стекле ее нету при движении. Короче, не отвлекает как ни красный цвет, так ни задняя надпись. Лампочки сделаны в стиле, как в натяжных потолках. Светят очень круто. Стоит два цвета, холодный и горячий, да, как правильно его-то назвать. Собственно, вот наш, это холодный, наверное, да? И с двух сторон на той дверьке отдельно включается у нас та сторона. У нас такой вот два цвета есть. Хоп, и нету. Хорошо, также красная подсветочка под ногами, естественно, куда же без нее. Оригинальный столик. Scania присутствует. Здесь установлен небольшой инвертор. Я вывел свой удлинитель, чтобы подключать ноутбук. Шторы тоже здесь непростые. Шторы непростые, шторы очень такие классные на ощупь. Но, как я говорю, пылесборник. Кстати, пол, также я бы, наверное, его сделал бы все-таки в кожу, чтобы меньше было здесь пыли. А так немножко пыль присутствует. По поводу матраса. Матрас здесь перешит под кожу. Здесь также выдвижной спальник, как и у меня в той Scania. Вот. Что еще? Что еще? Наверное, все. Сиденья, соответственно, кожаные, оригинальные сканевские, с вентиляцией, с подогревом. Оригинальная у нас гарнитура сканевская. Очень качественная, очень четкая. Колонки также стоят. И эти штучки тоже неудобные. Я заценил. Это очень удобно ногам, коленям. Обычно куда-то вопрешь его, потом оно болит. А здесь мягенькая штучка. Поэтому теперь все очень хорошо сделано. Машина делалась для души, не для показухи, поэтому водитель, который на ней работал, как он решил, так он это и делал. Все работы по этому тягачу делались в самой компании, в нашей, то есть компании, на территории ее. В нашей компании есть лакокрасочный цех, и поэтому все тоже красилось у нас. Все материалы, использованные в этом тягаче, покупались в компании Truckys Друг. Я вам оставлю ссылочку в описании. Наша компания рекомендует их как очень хорошую компанию по продаже разных деталей и аксессуаров для тягачей. 15 тысяч евро стоит только весь материал, который здесь задействован, без учета работы, которая бы стоила гораздо дороже, если бы это все делалось в ателье. Какой стиль салона вам больше нравится, как у Андрея Толмачева или как здесь? Scania Euro 5 первоначально предназначалась, наверное, для того, чтобы какое-то время на ней отъезжать, а затем переделывать салон, переделывать снаружи и внутри. Здесь есть потенциал и огромный потенциал. Каждый делает все, что ему вообще придет в голову с этим салоном. Я не знаю другие марки тягачей, которые более бы поддавались бы тюнингу, как поддается Scania. И в целом везде можно увидеть, особенно в странах Скандинавии, что самый тюнингованный грузовик – это Scania. Они любят тюнинг, они любят салон делать, они любят делать снаружи, обвешивать кучу лампочек. Это чисто по-скандинавски. Конечно же, это трехосный тягач, и у нас третья ось идет с парка.
в отличие от тягача, на котором я до этого катался. И вам хочу сказать, по весу старая Scania гораздо тяжелее новой. У меня пустым нагрузка на ведущую ось 9,5 тонн с полными баками. То есть вот вам, всегда говорил, почему трехосник и все его преимущества вам, пожалуйста, с прицепом, с полуприцепом моим. У меня вес пустым на ведущую ось 9,5 тонн. На каком двухоснике у вас такое будет? Ни на каком. Машина не стоит на продаже, но если за нее предложат хорошую цену, наша компания готова с нею распрощаться. Поэтому, кому интересно, обращайтесь ко мне, а дальше я вас уже сведу с директором, чтобы пообщаться по этому поводу. Это у нас Scania V8, 560 лошадиных сил. И вам хочу сказать, она прет как танк. Ее просто не остановить. Максимальный вес на данный момент, с которым я катался, был 22 тонны. И в 7% подъемы я иду без потери скорости. Здесь установлены фонари заднего хода. Также установлены с этой стороны. И с той стороны точно так же все сделано. С вами был канал Tracker in Scandinavia. У меня огромное количество видео, поэтому заходите, ознакомьтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.